Портативная умная колонка от компании Xiaomi, которая имеет стильный минималистичный дизайн, корпус из анодированного алюминия, качественное звучание, настроенное совместно с Harman Kardon. Обширный функционал, голосовое управление, возможность работать как по Bluetooth соединению, так через разъем Type-C. Также она оснащена G-сенсором для автоматической настройки звучания в соответствии с положением колонки. Время автономной работы до 21 часа, и это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к умной колонке под названием Xiaomi Sound Move. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Полетели. Распаковка. Поставляется она в серебристой небольшой коробке из плотного картона. Устройство дошло целым, что радует. На коробке есть изображение и название устройства, краткие характеристики и основные фишки. Пакинг неплохой. В комплекте мы имеем саму умную колонку, шнурок для переноски, руководство пользователя, адаптер питания и кабель с Type-C на Type-C. Габариты колонки 170 на 55,8 на 56,7 мм, а вес 567 граммов. Отмечу, что у меня китайская версия колонки, так что весь функционал заточен под Китай. Напишите, кстати, глобалку уже везде продают или нет пока. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там много всего полезного. Условия конкурсов, в которых под конец месяца иногда много, и мои контакты в описании. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к умной колонке от Xiaomi. Полетели. Продается данная модель в единственной серой расцветке корпуса. Дизайн устройства в стиле минимализм. Тыльная, верхняя и фронтальная часть выполнены из анодированного алюминия, а нижняя часть и боковые грани имеют прорезиненную поверхность, которая очень приятна на ощупь. С тыльной и фронтальной части также находятся решетки, за которыми можно увидеть тканевую поверхность. Материалы качественные, как и сборка. На корпусе расположили краткую информацию, 4 небольшие ножки с антискользящим эффектом. Стоит на поверхности умная колонка уверенно. Далее есть кнопка питания. Рядом с ней за прорезиненной заглушкой находится разъем для зарядки Type-C. Последняя — это панель управления с микрофоном и LED-индикатором на верхней части колонки. Из команд на борту регулировка громкости, плей-пауза, включение-выключение микрофона, сброс до заводских настроек, вход в режим распространения, вход в режим сопряжения по Bluetooth или включение смарт-режима. Летим дальше. Xiaomi Sound Move оснащена двумя драйверами и двумя пассивными излучателями. Звук настроен совместно с Harman Kardon. Данная модель имеет функцию стереопары, также она совместима с Xiao AI. С помощью нее можно управлять устройствами умного дома голосом. Есть поддержка 6 голосовых ассистентов, но все на китайском языке. Да и в целом, по большому счету, если вы не знаете китайский язык, то данная модель будет, скорее всего, вами использоваться исключительно как обыкновенная Bluetooth колонка. Если это учитывать, то лучше присмотреть другую портативную колонку. Например, Anker Soundcore Motion Plus, который обозревал несколько лет назад, но решил приобрести снова в другой расцветке, красной, и на днях я выгружу второй обзор. В любом случае, я расскажу о некоторых фишках Xiaomi Soundcore Move, возможно, для кого-то это будет полезным. Колонка поддерживает подключение к AirPlay 2, Wi-Fi на 2,4 ГГц и 5 ГГц, а также Bluetooth версии 5.3 и по кабелю Type-C напрямую, к примеру, со смартфоном. Подключиться как к Bluetooth колонке к данной модели, разумеется, можно. Главное в приложении выставить галочку для этой функции. Xiaomi Sound Move автоматически подключается к ранее сопряженному устройству. Из кодеков на борту я обнаружил только SBC и AAC. Связь с подключенными устройствами держит колонка стабильной. Через две стены связь не отваливается. Мультипоинта на борту я не обнаружил, возможно, где-то он и включается. Задержка звука при воспроизведении видео на YouTube и во время просмотра фильмов минимальная, а в играх слегка задержка заметна. Примеры задержки по Bluetooth соединению вы сейчас увидите. Expired! Clear! Kill! Cover me!
Данная модель из того же ряда, что и Xiaomi Sound Pro, на которую обзор у меня уже был на канале. Обе эти колонки подключаются к китайскому приложению. Приложение можно скачать по QR-коду в инструкции. Подключилась колонка у меня без проблем, ну а дальше переводчик, как говорится, в помощь. Весь софт заточен под Китай, некоторым функционалом можно пользоваться. К примеру, есть настройка звука с 3 предустановками, такими как бас, баланс и вокал, но кастомного нет. Также есть возможность выбрать стандартное качество звука и высокое, или включить адаптивный вокальный режим. И если эта функция включена, то при обнаружении вокального аудиоконтента Xiaomi применяет более четкую настройку. Также производитель заявляет о том, что колонка оснащена G-сенсором, благодаря которому звук регулируется в зависимости от расположения устройства. Далее можно настроить будильник, настроить звонки, настроить различные сцены, ночной режим, настройка детского контроля, расписание занятий, расписание ребенка, настроить голосовой ассистент, настроить управление умным домом. Есть даже информация о землетрясении. Обновить прошивку в приложении также можно, и мне обновления уже прилетали. Емкость аккумулятора здесь 4150 мАч. Колонка поддерживает быструю зарядку до 22 Вт. Полный цикл зарядки у меня составил не больше 1 часа 45 минут. Время автономной работы на 50% громкости составило 19 часов. Воспроизведение музыки по кодеку AAC. Также Xiaomi Sound Move имеет стандарт защиты IP66. Я не решился ее окунать в воду и вам не советую, но думаю, брызг и тому подобному она не боится. Просто не за эти деньги ее так тестировать. Звучание в метре от колонки, уровень шума в среднем 86 дБ. Отмечу, что колонка не имеет большой запас громкости, но мне лично ее хватает, особенно для использования дома. Конечно, для прослушивания музыки я предпочитаю что-то более мощное. Но вот если использовать Xiaomi Sound Move рядом с рабочим местом, она очень даже удобна. Бас у нее есть, но не особо глубокий. Звучание больше про детальность. Оно неплохо сбалансировано, и середина имеет хорошую проработку. Высокие звучат очень четко и приятно. В целом звучание хорошее. Не скажу, что оно топовое в этой ценовой категории с таким форм-фактором колонки, но оно достойное. Сейчас вы услышите небольшие примеры звучания. Минусы. Основной минус — это то, что колонка заточена под Китай, а Global будет стоить космос. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи, мой личный телеграм-канал. Всем, кто поставит лайк, оставит любой комментарий больше 5 слов и, разумеется, колокольчик, огромное спасибо, знайте, вы помогаете проекту. Резюмирую. Беспроводная колонка Xiaomi Sound Move, если рассматривать как портативную колонку, слишком дороговато, мягко скажем. За подобную стоимость однозначно можно приобрести колонку с более качественным и объемным звучанием. От меня девайсу, если бы я был жителем Китая и знал китайский, скромное бы было да, как русскоязычному пользователю однозначно нет. Еще раз спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья.